Ну, рубеж 90-х годов — это достаточно интересное время в моей жизни. По случаю того, что, во-первых, произошла смена сферы профессиональной деятельности. Я из практикующего мастера производственного обучения, преподавателя спецдисциплин, исполняющего обязанности заместителя директора по воспитательной работе в своем училище, перешла работать в систему повышения квалификации педагогов. И я была мамой, ну, достаточно еще не взрослого сына. У меня сын родился 1 апреля 1986 года. И Митя, с утра я отводила его в ясли, потом в сад, это было рядом с нашим домом. Вот, доезжала до площади Ленина и спускалась вниз мимо Красного Костела. И своими глазами наблюдала каждый раз, как шло отвоевывание этого костела. И я видела, как бабушки ведерками выносили вручную вот этот вот подвал, где сейчас театр ЗМИЧ, где сейчас библиотека, где гардероб у костела. Вот этот подвал, он вырыт ведерками, бабушками вручную. Это был Чернобыль. И его влияние, и его понимание, вот оно во многом способствовало тому, что происходила проблематизация всей предыдущей идеологии. Вот так вот я бы говорила. И, в принципе, любая вот эта вот проблематизация, любое сомнение, оно происходит, я в этом убеждена, только через личную жизнь, через личные позиции. И мне кажется, это очень важно в понимании того, что происходит и сейчас, продолжается сейчас, и в понимании того, как мы дальше двигались и как мы работали по трансформации разных моментов. Переход к самостоятельности Беларуси, к независимости, он был достаточно интересным, но методы, которыми проходила белорусизация, они были не восприняты. И я это так и говорила, как нам обеспечить ненасильственную белорусизацию. Мы разрабатывали очень много интересных вещей, подходов, методов. Я очень четко через жизнь своего ребенка понимала те ошибки, которые были сделаны в ту пору, потому что как раз это те годы, когда Митя пошел и в 1 класс уже, и никто же не задумывался о том, что для детей, которые пришли в белорусскомовный 1 класс, это обучение на неродном языке. И должны быть совершенно другие методики, ежели взять программу белорусскомовной школы, которая была в это время у нас, она у нас всегда была, и ее просто перенести в другой класс, в другую среду, в другую школу, и где бедная учительница накануне вечером надо для себя перекладать с русской мовы на белорусскую очень многие вещи, и для детей становится ходульная не белорусская мова, а ходульная такая, знаете, построчный перевод становится основным способом для развития и для обучения. И это было достаточно интересное время, которое, по сути дела, в этих поисках меня и привело в Белорусский фонд Сороса, в программу обновления гуманитарного образования. Не сильно я это заметила тогда, когда произошли события в Беловежской пуще.
То есть я на них не сильно и зафиксировалась. Может быть, потому что, знаете, в любом случае у любого человека его личные события, особенно когда маленькие дети у человека, они все-таки выходят на первое место, ну, особенно у женщин. Я вам больше того скажу, я и Чернобыль сам не заметила тогда, 26 апреля, когда это все произошло. Я не заметила, потому что, ну да, ну взорвалось, ну и что? Мне нужно кормить ребенка, молока недостаточно, еще чего-то недостаточно, а в завершении как раз 26 апреля я свалилась с температурой 40 и неделю лежала, и не могли понять, что со мной и как со мной. Просеять разумное, доброе, вечное – это понятно. Это иначе бы в педагоге не шел. И второй момент – нежелание брать на себя ответственность за чью-то жизнь. А оказание помощи и поддержки, я еще раз повторюсь, я работала в строительном училище. В принципе, вся моя профессиональная жизнь, она связана вот с этой поддержкой. Сейчас модные слова: коуч, ментор, чментор, еще кто-то. А вообще, на самом деле, это педагог. Мне вообще здорово в жизни повезло. Я выпускница 19-й Минской школы образца 1976 года. И это была школа, из которой мы выходили с глубоким убеждением, что от нас в жизни очень много что зависит. Я не буду говорить, не знаю про всех говорить, что искренне там верили во все эти дела, связанные с пионерскими комсомольскими моментами, но то, что это у нас была реальная не игра, а школа самоуправления, работа с пионерской, с комсомольской организацией, это было так. Поэтому, по сути дела, как для меня, она была приемлемой, вот эта вот идеология общности, идеология служения, она мне была понятна, и она была моя. В 94 году, когда вот эти вот все заворачивались, новая конституция, пост президента, вот. И вот мы тогда говорили, и я знаю, что на один вопрос я очень четко сказала, что быть президентом я не желаю. И я говорила, что я куда-то не пойду, потому что у меня есть сын, у меня есть мама, сестры самостоятельные, это ладно, но я за них отвечаю. Мама пенсионерка к этому времени, папы уже не было, а за сына я отвечаю. Больше того, когда после второй операции в 1994 году меня мама с Митей забирали из больницы, Митя мне очень четко сказал: мамочка, ты обещаешь мне, что будешь жить? У меня на этой земле больше никого нету. Ведь за советским часом что было важно? Было очень важно понять систему, в которую надо было встроиться, и тебе жизнь обеспечивалась. И у меня был единственный вопрос, который волновал. Как мне найти такое место, где будет сочетаться философия, филология и математика? Потому что меня интересовало это все. Поэтому я и пошла на инженерно-педагогический факультет. Еще, кстати, и наспор. Потому что в лагере комсомольского актива накануне вожатый наш, студент этого факультета, сказал, что на ИПФ без блата поступить невозможно. Я сказала, что возможно и без подготовки. В первую очередь это людям воспоминания. Это в первую очередь. И это самое главное, самое важное. Я могу не вспомнить чьи-то имена, но образы и, знаете, тепло ощущения, оно есть до сих пор.